Привет! Думаю, вам не стоит говорить о странном отношении компании Apple к разъемам. Они начали этот тренд по избавлению от всех разъемов в своих MacBook'ах, и его подхватили другие производители ноутбуков. С одной стороны, всего один или два USB Type-C порта для основных задач хватает, но обычные порты, и не только USB, тоже нужны. Дизайн дизайном, но удобство подключения порой решает. Возможно, поэтому Apple, осознав некий промах в такой тотальной кастрации разъемов во благо дизайна, решила вернуть их в своих последних ноутбуках, но только для профессионалов. А что делать любителям тонкого корпуса? А я скажу. Прикупить универсальную док-станцию AceFast с 8 портами, как это сделал я. Но перед этим обязательно до конца посмотреть мой обзор, конечно же. Давайте начинать. Подписывайтесь на канал. Поехали! Например, решили вы подключить к MacBook обычную флешку. Не тут-то было, придется брать переходник, который легко потерять, или покупать флешку с USB Type-C, которая дороже и не универсальная. Решили вставить карту памяти с фотоаппаратом? То же самое. Переходниками на все случаи точно не напасешься, да и неудобно это, постоянно таскать с собой столько проводов. А если принять во внимание стоимость одного такого адаптера, ситуация получается еще и экономически невыгодной. Но у любой проблемы должно быть решение, и в данном случае оно нашлось в виде док-станции хаба, который за разумные деньги предлагает решение сразу со всеми нужными портами. Это просто царь-хаб, который подходит как для MacBook, так и для различных ноутбуков с портами USB Type-C. Я же обратил на него внимание, во-первых, из-за дизайна. Алюминиевый корпус отлично подходит по цвету и внешнему виду к ноутбукам Apple. А главная, станция спроектирована специально так, чтобы MacBook можно было разместить сверху и иметь удобный доступ ко всем портам. Тем более еще одним важным плюсом является удобство работы за ним. Подставка позволяет с комфортом расположиться и работать за столом так, что ваша шея не отвалится через час, а скажет спасибо, позволив проработать за ноутбуком в течение полного рабочего дня. Эта штука поддерживает обе операционные системы, как Windows, так и Mac. Поддержка размеров ноутбука от 10 дюймов до 17 дюймов включительно. 8 интерфейсов. Если нужно подключить сразу два устройства по USB-A с такой станцией, это не проблема. При этом док-станция занимает всего один порт MacBook. Заряжать ноутбук можно прямо через нее. Есть поддержка Type-C Power Delivery до 100 Вт, который позволит заряжать даже 15-дюймовый MacBook Pro без потери мощности. Плюс есть разъем HDMI для подключения внешнего монитора для работы в 4К, гигабитный сетевой адаптер и картридеры. Бонусом является удобный форм-фактор. Станция идеально ложится под MacBook и больше всего подойдет владельцам 13-дюймовых компьютеров, но и с 16-дюймовой прошкой смотрится здорово, просто ноутбук будет чуть шире самого хаба. Специальные накладки позволяют зафиксировать док-станцию в месте открытия крышки ноутбука и избежать появления царапин, а резиновые ножки избавляют от скольжения по столу. В таком положении станция не мешается, а доступ ко всем портам реализован удобно. Я часто имею дело с фото и видео, а работаю преимущественно на новом MacBook Air. Поэтому по полной оценил наличие выхода на мой 4К монитор и встроенного картридера. Больше не нужно искать отдельных адаптеров, поскольку здесь все реализовано в одном месте и удобно. AceFast можно пользоваться как стационарным, так и портативным решением. Сам хаб весит около 250 грамм, так что ничто не мешает вам бросить его в сумку с MacBook и пользоваться, когда необходимо. А если вы часто отправляетесь в командировки или носите ноутбук постоянно с собой, то скорее всего вам сильно не хватает подобного устройства. Стоит эта прелесть в районе 6000 рублей. Если принять во внимание, что Apple продает свой обычный адаптер всего на 3 порта дороже этой суммы, цена вполне адекватная. Ссылку, где покупал док-станцию AceFast, оставил в описании. Напишите, как вам подобная штука, использовали бы вы со своим ноутбуком. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересных обзоров. Пока-пока.